Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, чьи знаки внимания вы не замечаете. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться ко мне на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Записывайтесь, ребята. Так, ну что же, ребят, вы так загрустили? Вот настроение хуже некуда. Вот сразу же почему-то мне пошла такая информация. Опять же говорю у некоторых, потому что это общий расклад. Ситуация такая, что, знаете, абсолютное какое-то безразличие в жизни. Я не говорю, что это, знаете, крест вообще на всем поставлен. Ну, то есть это ситуация, когда жизнь как-то по накатанной идет, никуда не хочется. Вот у кого-то это может быть дом-работа, дом-работа. Это может быть меньше общения, меньше, чем было раньше, даже с окружающими людьми, там, с друзьями, с родственниками. Вот неохота вообще ничего делать. Просто вот, ну, неохота. У кого-то проигрывается ситуация, что вы стоите, ну, знаете, как будто перед выбором, какая-то дилемма, как будто ваша жизнь вообще подвисла, вы не знаете, что делать, куда бежать, а все из-за вашей любви, которая причинила вам боль. Это женщина, которую вы любили, возможно, еще и любите, и которая не может вас отпустить. Я говорю это о тех ребятах, особенно, которые живут прошлым. Потому что я знаю, что среди вас есть такие, ну, ребята, естественно, да, которые, да, вроде бы понимают, что все, точка поставлена, но вот тяга в прошлое. И вы как будто вот остановились, да, вот здесь и сейчас, и вы никуда не двигаетесь, потому что еще есть надежда, а вдруг она вернется, а вдруг она поймет, и вот эти вот «а вдруг» они застопорили вашу жизнь. Вы не двигаетесь вперед. Я сейчас еще раз говорю, делаю акцент на тех, кто живет прошлым, кто не отпустил бывшую. Вы застопорились настолько вот этими «а вдруг», вот этими ожиданиями, да, вы не развиваетесь, вы не живете будущим, вы не стремитесь в будущее. Вы махнули рукой, а как будет, так и будет, да, авось пронесет, ничего плохого не случится. Про какие-то новые романы здесь речь вообще не идет. Опять же, это я говорю о тех, кто живет прошлым. Сейчас будем разбираться другие ребята, как поживают, да, потому что среди вас есть разные, вот охватило разный контингент, так скажем. Кстати, среди вас есть такие, которые либо же периодически заглядывают, либо заглядывали в рюмку чая, просто для того, чтобы как-то отвлечься, чтобы заглушить вот эту внутреннюю боль, внутреннее страдание. Я не говорю, что вы уже там опустились ниже плинтуса, нет. Это такое, знаете, как, ну, горючее лекарство, что ли. Вот назовем его так. Это какая-то своего рода отдушина, хотя это и вредная привычка, которую я ни в коем случае не приветствую. Но был такой период, либо же у кого-то он и сейчас еще длится, особенно у тех, кто недавно разошелся. С помощью вот этой рюмочки, да, вот реально, вот как говорят, напиться и забыться, да. Я не скажу, что это вам очень сильно поможет, но на какой-то период, да, на какой-то день, там кто-то на час, на два, просто засыпает, да, кто-то просто отвлекается. Но это такой момент, который нужно пройти. Хотя лучше этим не заниматься, потому что, опять же, вы вредите только самому себе. Я не скажу, что вы человек, который склонен к каким-то вообще вредным привычкам. Вы из тех, кто, в принципе, ну, если и заглядывает в рюмку чая вообще вот, по жизни, то это, ну, либо же там, знаете, на праздники, там какая-то посиделка с друзьями, ну, какие-то, я не знаю, там тусовки, дни рождения. Ну, то есть это такие, ну, нечастые моменты. Вы не склонны к этому. Просто что у тех из вас, у кого, ну, такая дикая внутренняя боль после расставания с женщиной, да,
то, конечно, вы некоторые, еще раз говорю, прибегаете к этому. Кардинальные перемены в судьбы. Кардинально. Ну, это то же самое мне говорит, да, вот жизнь с чистого листа. Когда-то была одна единственная императрица, была да сплыла. Знаете, вот вы такой человек, который никогда не будет размениваться на мелкую сошку. Вы, если будете в дальнейшем даже выбирать женщину, вы будете претендовать только на королеву, на императрицу. Что я имею в виду? Это не та женщина, которая, там, я не знаю, эгоистичная, с короной на голове, себе на уме. Нет. Вы, я имею в виду, не будете претендовать на женщин, тем более на звание своей жены, второй, допустим. Вы должны, знаете, понять для себя, что женщина, она будет ваша надежная опора. Поэтому вы будете всегда, вот мне кажется, даже, наверное, до конца жизни будете присматриваться вот именно к женским качествам. Вы будете очень тщательно выбирать свою новую подругу. Тем более, если стоит выбор, вот подруга по жизни, которая станет. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вы никогда не будете клевать на первую попавшуюся женщину, которая будет с вами там флиртовать, тем более заигрывать, приглашать в гости, тем более женщины легкого поведения. Это вообще не для вас. Вы таких женщин даже не уважаете. Потому что, ну вот, ребят, такой вот элементарный момент. Возможно, кто-то об этом не задумывался. Смотрите. Если в вашей жизни встречается женщина, ну, познакомились, да, вот с новой женщиной, и эта женщина вот легко и просто в тот же день, там, я не знаю, на следующий день сразу же ложится с вами в постель, то знайте, что так же легко и просто завтра она это сделает с другим человеком. Точно так легко. Я понимаю, что сейчас мир перевернулся, сейчас более такие свободные, раскрепощенные какие-то у нас правила в жизни. Но, тем не менее, обращайте внимание на такие моменты. Что слишком легко дается, что слишком доступно, как правило, это не ценно. И мужчины, я знаю, что вы не цените женщин легкодоступных, которые сами плывут вам в руки. Напишите, кстати, права я или нет. Так, погнали дальше. Какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да, вот чьи знаки внимания вы не замечаете? Эта женщина моложе вас. Опять же, я не буду говорить, где она там обитает, да, вот на работе, дома, по соседству, потому что у каждого будет своя история. Эта женщина моложе вас. Она активная. Она такая, знаете, источает даже какую-то сексуальную энергетику. Таким женщинам очень часто во след оборачиваются мужчины. Вот они притягательные. Это женщина, которая перенесла в своей жизни какую-то очень такую тяжелую историю. Возможно, вы об этом не в курсе, конечно. Давайте сейчас уточню, если интересно. Да, это любовная трагедия. Она может быть, кстати, либо же вдовой, ну, либо же это было очень такое болезненное, тяжелое расставание с ее мужчиной. У нее может проиграться, есть ребеночек, но один точно есть ребенок. Пусть это вас не пугает, потому что я знаю, среди вас есть такие, которые, ну, не приветствуют чужих детей. Ну, я считаю, что это не очень правильно. Но это мое мнение, а мнение могут иметь все. Это женщина, которая, знаете, вот она как будто истосковалась по любви. С ней, когда общаешься, она какая-то такая, знаете, манящая, она вот сексуальная, она может даже, ну, так изысканно как-то флиртовать. Вот обращайте внимание в вашем окружении на таких женщин. Она
Она очень хочет встретить мужчину, с которым у нее завяжутся именно серьезные отношения. Она не относится ни в коем случае к легкодоступным мужчинам. Женщинам, вернее, Господи, уже заговариваюсь. Она не из легкодоступных, она не нуждается в романах, она ищет любви, она хочет любви. Поэтому, смотрите, вы понравились, вот почему-то вы как будто, знаете, кого-то вы ей напоминаете. Почему вот она на вас так запала? Либо же это может быть, я не знаю, там, знаете, как говорят психологи часто, что женщины выбирают мужчин, которые похожи чем-то на ее, ну, на отца. Точно так мужчины выбирают женщин, которые чем-то похожи на мать. Это может быть все что угодно. Голос, цвет волос, фигура, да. Это может даже происходить неосознанно. Это не значит, что если, там, я не знаю, у мамы третий размер груди, то это все. Это значит, все с третьим размером только ищут. Нет. Это как-то вот неосознанно может даже происходить. То есть, смотрите, вы кого-то напоминаете. Возможно, это отец, возможно, это первая любовь, да, но это какая-то такая очень теплая ассоциация. Она, когда вас видит, ну, это я пытаюсь вам, так знаете, по-простому своими словами объяснить, чтобы было понятно. Ну, знаете, как будто у нее коленки дрожат, когда она вас видит. Потому что, ну, вы знаете, когда появляется на горизонте объект, которому ты симпатизируешь, это, в принципе, касается и мужчин, и женщин, многих, по крайней мере, то начинаешь как-то стесняться, да, кто-то, может быть, даже чуть ли не заикаться начинает, как-то неловко становится, да, вот у кого-то реально там поджилки трусятся. Вот она, с одной стороны, она и стесняется, с другой стороны, вот она как-то пытается с вами флиртовать. Это какой-то необычный флирт, но это вы должны почувствовать. Я думаю, если вы, ну, будете так обращать внимание на тех женщин, которые вас окружают, либо где, еще раз говорю, это может быть и по соседству, и на работе, и на даче, и где угодно. Просто вот сейчас будем разбираться еще, какая она. Это женщина, которая, знаете, она очень такая подвижная, она очень активная, она всегда выделяется в толпе. Она такая веселушка-хохотушка, с ней вот очень, ну так прикольно, вот прикольно общаться, у нее язык подвешен. Но с вами она может немножко робеть. Вот с вами она, да, она пытается флиртовать, но это какой-то такой, знаете, стеснительный флирт такой получается. Так, что же она будет еще делать или нет в ваш адрес? Вот она, знаете, она боится. Вот все-таки она боится, чтобы вас не спугнуть, чтобы как-то вот очень-очень аккуратно с вами сблизиться. Она не хочет потерпеть неудачу при сближении с вами. Вот она все-таки надеется, что пройдет время, и вы начнете как-то вот обращать на нее внимание именно как на женщину. Ей бы очень хотелось с вами именно отношений, потому что, вот знаете, в вас она еще видит мужчину, с которым, помимо того, что вот с вами легко общаться, потому что, да, вы периодически общаетесь, вы пересекаетесь, естественно, вот с вами легко, вы как будто вот с ней на одной волне. И вас это притягивает. Вот притяжение какое-то. Кстати, вот я еще вам скажу, что у вас, ну, у кого-то из вас, да, может быть, кстати, уже даже сейчас, ну, не то чтобы прям сию минуту, но уже вы вот в какой-то момент почувствовали, что есть какая-то тяга вот к женщине, вот с которой вы общаетесь. То ли вы заметили ее флирт, да, либо же вы почувствовали, что вам тоже комфортно, с ней классно. Вот, ну, какие-то такие, знаете, взаимное такое притяжение, которое вы не можете сам себе объяснить и понять. То есть, вот смотрите, к примеру, да, вот соседка Маша, да, вы с ней периодически пересекаетесь, общаетесь, и вы чувствуете, ну, какая-то тяга к ней. Вот что-то вас влечет к ней, да? Точно так и у этой соседки Маши, да, нашей такой виртуальной. Поэтому обращайте внимание.
Давайте посмотрим напоследок, что же у вас может с ней быть. Ну, любовь-морковь. Причем она вас приручит. Она вас так приручит, что вы даже и не заметите. Она не будет там показывать характер, она не будет какую-то свою там власть над вами показывать. Нет, она вот такая довольно мудрая женщина. Помимо того, что она будет сближаться с вами так потихонечку, полигонечку, да, она не будет бегать за вами, она не будет навязываться. Но это будет такой какой-то легкий флирт. Причем, я еще раз говорю, да, что, возможно, вы его уже заметили. Потому что у нас расклад, да, называется «Какие знаки вы не замечаете?», но судя вот по тому, что я вижу, среди вас есть люди, которые обратили уже внимание, что вот есть такая вот дама подозрительная, которая как-то себя непонятно ведет. Просто потому что общий расклад, то, естественно, есть такие, которые могут это либо заметить, либо почувствовать. Могут у вас с ней быть, ребят, отношения, вот напоследок, да, вот могут, 100%, даже любовь плюс семья проигрывается. Это такая, знаете, гармоничная история любви, если вы, конечно же, поведетесь на эту даму. Это будет очень такая красивая любовь, любовь, которая даже, ну, осознанная, что ли, да. Это не те стрелы Амура, которые бывают там в 15-17 лет. А здесь вот какая-то спокойная, такая ровная любовь, которая, наверное, уже, ну, так в зрелом возрасте обычно появляется. Хотя у всех, в принципе, бывает по-разному, кто его знает. Поэтому дерзайте, подумайте на сон грядущий, да, если кто сейчас вечером будет смотреть видео. Может быть, есть действительно такая женщина в вашем окружении. Присмотритесь. Авось это ваша судьба. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!